Здравствуйте, это гадание для вас на ближайшие 10 дней. Представьте, чего вы ждете, чего вы опасаетесь, от чего, может быть, хотите убежать, может быть, вас что-то смущает в предстоящем времени. Карты расскажут, насколько оправданы ваши страхи и насколько оправданы ваши мечты. Да, действительно считается, что карты Таро любят более или менее конкретный вопрос. Однако это гадание вы можете смотреть и просто слушать, вернее, просто как текст, как рассказ о вашей предстоящей жизни, точнее, о какой-то ее небольшой части. Это 10 дней впереди, 10 дней с того момента, как вы нашли и включили это видео, и тогда прислушивайтесь к вашей интуиции. Она должна вам подсказать, о чем именно речь, что именно имеют в виду карты. Что именно имеют в виду карты конкретно для вас. Итак, гадание состоит из 3 частей. Для меня, для дома, для сердца. В первой части для меня, для вас, для дома, понятно, хозяйственные дела, для сердца понятно, что это любовные дела. Сначала про вас. Для вас. О чем карты? О чем вас порадует или о чем вас карты предупредят? Так. Для вас. Ну, самое, вот сразу вижу, что самое вообще время беспокойное и в то же время теплое. И самый большой плюс, самые большие радости вот именно этого времени, периода, в том, в окружении. В том, что вы убедитесь, может быть, как никогда даже убедитесь, что вокруг любящие люди, надежные, приятные, добрые, доброжелательные. То есть в ближайшие 10 дней, говорят карты, кто-то тронет ваше сердце, вам предстоит растрогаться. Это может быть помощь, знаете, даже незначительная какая-то поддержка в делах, может быть, слова одобрения, может быть, просто, знаете, помиритесь с кем-то, или кто-то согласится с вами, или вы с кем-то согласитесь. В общем, знаете, бальзам на сердце, что называется, прольется у вас. И это уже хорошо, потому что не так часто в жизни это все бывает. Поэтому обращайте внимание на людей, человеческий фактор очень важен. Причем, знаете как, конкретного человека, чтобы вот назвать персону, куда смотреть, я вам не скажу. Это не один человек, это скорее несколько людей, это ваше привычное какое-то окружение, может быть, отчасти новые люди, хотя нет, скорее всего, все, кого вы уже знаете. И вот эти люди очень трогательно окружают вас заботой. Это первый большой плюс. Затем, что я вижу, очень многое вам не захочется делать, очень многое захочется избежать в это время. Какие бы сложные задачи, даже экстренные, не стояли впереди, вам будет где-то лень. Где-то, что такое лень? Давайте разберемся. Лени не существует. Лень – это всегда только лишь неверие нашего успеха. То есть, если у вас стоит какая-то задача, например, в профессии, новая работа, старая, что-то там, какие-то подвиги совершить, вам очень этого не захочется, потому что нет веры, нет надежды на успех, например. То есть кажется, что ситуация вышла из-под контроля, что сил дойти до цели не хватит. Вот это тоже ваше настроение. Видите, 2 карты масти кубков, одна дополняет другую. И очень хорошо, что вокруг, вот рядом с вами, в такой момент, когда у вас, не то чтобы кризис, но нежелание, неверие. Очень хорошо, что в такой момент рядом с вами люди, которые пожалеют, вряд ли что-то действительно подскажут, вряд ли это они будут вас там вдохновлять. Нет, это другая история. Пожалеют, поймут, вам будет хотя бы кому пожаловаться, да, кому поплакаться. Вот это вот первый плюс. Однако, видите, вот здесь 2 карты с противоположным значением для вас выпадают, да, то есть
Тут вы ничего не хотите, а тут вот эта семерка жезлов, вы наоборот должны хотеть и должны рваться в бой. Может быть, мы видим даже такую здесь последовательность. Вот вы ничего не хотите, вот добрые люди вас пожалели, поддержали, и вам захотелось, да, появилось уже желание, появилась энергия, силы что-то делать. Но вот обратите внимание на эту семерку жезлов. Даже поближе вам покажу, чтобы энергетика карты более реально вам передалась. Видите ли, семерка жезлов – это карта доблести. Она говорит, что сейчас любые действия лучше, чем никаких. Похоже, что что-то делать придется, как бы не хотелось. То есть отдых такой вот повсеместный, тотальный не получится. Все равно события, какие-то новости, все это зовет вас в бой. Вообще семерка жезлов предполагает какое-то напряжение в жизни. Она не кризисная, но тем не менее. То есть нужно будет все-таки засучить рукава и броситься в бой, с кем-то поспорить, чего-то добиться, за какое-то благо, поконкурировать с другими людьми. Возможно, поревновать, но и тут я не уверена, потому что про любовь мы позже будем гадать. Это в третьей части, последняя часть, в конце там будет это все. Вот. Это неплохая на самом деле карта, но она дает очень четкий совет. Нужно будет все-таки поверить в себя и не бояться. Хлопоты, еще эта карта обещает всегда пустые хлопоты. То есть часть из того, что вы будете делать, это куда-то поедете, с кем-то поговорите, что-то, как всегда, например, купите или натворите, ну, разных самых дел. Вот часть из этих ваших занятий будет напрасная. И вы это поймете. То есть осознанно, да, будет жалко времени, сил, кому-то вы что-то пытались, например, поспорить, кому-то что-то доказать, не доказали. Вот. Но эта же карта рекомендует к этому относиться философски. Она говорит, что всегда есть в любых наших делах, усилиях, всегда есть какая-то часть, которая себя не оправдает. Но этих пустых хлопот не нужно бояться, потому что без них не будет и плодотворных, ваших продуктивных действий. Вот поэтому давайте договоримся все-таки, что вы особо сильно жалеете время, например, или голосовые связки. Дело в том, что вот по семерке жезлов я вижу это и в частных, личных раскладах. Очень часто приходится много говорить, и много напрасно говорить, вот, спорить, кого-то убеждать. Давайте договоримся, что вы все-таки особо время и силы жалеть не будете, потому что, это надо все равно. А какие общие выводы здесь можно сделать? Довольно, кстати, такое обыденное время. Видите, здесь нет старших арканов, каких-то сумасшедших комбинаций, типа дьявол со смертью, да? То есть это не крах, но это и не прорыв. Примерно плюс-минус в прежней паре вы остаетесь. Кстати, поскольку это у нас раздел гадания для меня, то есть для вас, да, то есть сюда же относится внешность, физическое тело, физическое состояние и любые перемены с внешностью и с гардеробом. Вот могу сказать, что первое, второе, третье, то есть здоровье, внешность, имидж, ничего особо не поменяется. Можете что-то скорее вернуться. Если вы планируете в это время, например, радикально поменять цвет волос, то лучше всего вернуться, не новое что-то примерять на себя, экстрим какой-то, а вернуться, например, к прежней стрижке, к прежнему цвету, вот что-то такое. В плане, например, покупок для себя тоже карты говорят: загляните чуть-чуть назад, и ваш успех или привычный, или то, что вам идет, это все уже, в общем, известно, вы это все проходили. Для здоровья в целом просто карты неплохие. Семерка жезлов, совет по здоровью какой? Знаете, зарядка, витамины, утренняя пробежка, желательно морской теплый воздух и так далее. То есть такие хлопоты тоже, в общем, очень предсказуемое здоровье, допустимо и возможно. Неплохое время. Теперь для дома. Это уже другая здесь история, потому что
Следующие 3 карты описывают вам не только ваши дела, а здесь совокупность ваших домашних дел. Ваши близкие родственники, ну, такие слишком близкие, с которыми вы вместе живете, вот о них мы говорим. Дети, может быть, старшие родственники, то есть домашние дела, домашние покупки, семейный бюджет, новости о делах ваших родственников, ваши задачи как бы в семье. А вот здесь вот уже все покрупнее и поинтереснее, и все очень живо, и все очень удачно. Посмотрите, дом. Представили сейчас ваш дом? Все, что вы хотите спросить, это и ремонты, это и переезды. Кстати, колесо фортуны у нас всегда остается колесом, то есть это для переездов очень хорошая карта. Ремонт и переезды, покупка мебели, разговоры с детьми, поступление детей в вузы и так далее. В общем, все, что для вашего дома. Посмотрите, 2 карты есть у нас в колоде Таро, в общем-то, с одинаковым значением. Только одна старшая аркана, другая младшая. Ну, они очень перекликаются. Это 8 жезлов, карта удачи, и колесо фортуны, карта удачи. То есть представьте, все ваши перемены дома под удачей как бы ходят. То есть сейчас для вас высшие силы вот придумали какие-то очень уместные, интересные трансформации. Ну, что там говорить? Какое-то везение в домашних делах. Причем везение может даже относиться более к вашим младшим родственникам, детям. Посмотрите, здесь есть паж кубков. Это прекрасно. Паж кубков – это молодой человек, как правило. Молодой человек, ваш ребенок, который там удачно какие-нибудь экзамены вступительные сдает или, ну, не знаю. Вот. Ждите хороших новостей от ваших детей и о ваших детях. Смело беритесь за, в общем, любые семейные начинания. Если есть у вас такие планы, вот что-то, но они всегда, в общем, должны быть, что-то преобразовать. Ну, максимально, наверное, что касается дома, это переезд. Ну, переезд очень уместно рекомендованный. Причем он будет тем более удачным, а если окажется связанным с новым знакомством. Представьте, вот новый человек какой-то появляется, новое внезапное знакомство и переезд как-то с этим связаны. Например, в течение 10 дней вы вполне можете найти какого-то разумного брокера, который вам найдет новую квартиру, и вы переедете. В течение 10 дней кто-то из знакомых может вам предложить вариант по жилью, например, или удачную покупку какую-то для дома. В течение 10 дней, в конце концов, кто-то из ваших детей может уехать, тоже радостно, счастливо, например, учиться куда-то за границу, да, может уехать из дома, а может также радостно вернуться. И это тоже будет для вас большое счастье, большая удача. В общем, отличные новости ждите именно дома в семье. Карты советуют, что? Ну, полагаться на удачу. Кстати, при том, что карты очень счастливые и очень четко, строго показывают личность, от кого ваше счастье зависит. То есть здесь уже такого безликого расклада нет. Здесь есть конкретный человек, лицо. Ну, паж – это либо новый человек, вот пажи в колоде Таро, это либо новые люди, вот новый человек, которого вы до этих 10 дней, я напоминаю, что гадание на 10 дней впереди, вот можете прямо отсчитывать 10 дней календарные с того момента, как вы его смотрите. То есть это либо новый человек, либо молодой человек, потому что для карт, кстати, для гороскопов, для каких-то астрологических исследований это тоже одно и то же. То есть либо новый человек в вашу жизнь приходит, либо это просто юное лицо какое-то. Вот. И вот ваше счастье, хорошие новости, счастливые перемены, вам как будто фортуна, понимаете, все разрешает в это время. В связи с домом, с домашними делами. Ну, прям все. И крупные покупки, может быть, риски даже какие-то. А, кстати, специфические советы, какие карты дают? Когда колесо фортуны у вас в каком-то месте, в каком-то раскладе появляется, это значит, что вам самим не надо сильно вмешиваться в ход событий. Это очень
подходящий, вечный, наверное, совет для контролирующих людей. Если вот вы привыкли, а я знаю, что среди вас очень много таких, это тоже зависит от натальной карты. Многим гороскопы даются сразу уже с каким-нибудь, знаете, таким железобетонным Сатурном, еще ретроградным, например. И получается суперконтролирующий человек, и который имеет проблемы именно из-за контроля. Вот. Отпустить контроль в домашних семейных делах, хотя бы контроль над детьми, понимаете? Если ваш ребенок радостно поступает в какой-то вуз, куда вы его не пускаете, например, вы не одобряете, или не одобряете поездку ребенка на курорт, там что-то такое. Вот. Все сложится очень хорошо, если вы отпустите. Вот эти карты предполагают удачу. А удача — это такая штука, это же синяя птица, которую за хвост держать нельзя. Ну и теперь, может быть, для кого-то самая интересная часть гадания для сердца. Помните старую схему, как мы гадали в детстве, да? Для меня, для дома, для сердца. Вот сейчас для сердца. Ваши сердечные дела, тут уж, наверное, точно у вас есть какие-то конкретные вопросы. Кстати, я планирую в ближайшее время большое гадание о женской судьбе. Уже придумала название даже такое, ваша женская судьба. Тоже как ограничим каким-то временем, это я так анонсирую. Но там, наверное, будет больше времени, я вашего займу с тем гаданием. Так, для вашего сердца, ваши любовные сердечные перспективы на заданное время, на заданный период. Угу. Угу. Знаете, какое-то затишье перед бурей или остановка перед штурмом, я бы сказала, потому что карты эти очень ваши и, в общем-то, довольно деятельны. Они все не все, вот эти две, описывают ваше настроение, ваше состояние. В ближайшие 10 дней вы выбираете стабильность. В чем? В вашем поведении. То есть вы сами в ближайшие 10 дней ничего дерзкого, резкого, решительного, преобразующего делать не будете. Это касается истории и сложившейся. Например, если у вас постоянные отношения спокойные, стабильные, вот такие стабильные, как шестерка пентаклей, но вы хотите их вывести на новый уровень, в ближайшие 10 дней вы не решитесь ни на откровенный разговор, тем более ни на какой-то ультиматум, ни на истерику, ни на слезы, ни на что не решитесь. И это же, кстати, переворачиваем, да? Это же, кстати, и совет для вас. Вам сейчас браться резко за откровенные разговоры не нужно ни в коем случае. Эти 10 дней впереди для того, чтобы, во-первых, подумали, причем подумали не о чем попало, да, двойка жезлов. Карта буквально называется доминирование, то есть положение. В ближайшие 10 дней очень уместно, и вы должны подумать, в каком вы положении, какую вы позицию занимаете в этой любовной истории, слабую и сильную. Помните, в моей рубрике «Вопросы и ответы» мы много об этом говорим. Партнер в слабой позиции, партнер в сильной позиции. То есть вы должны подумать, насколько вам нужны эти отношения, куда они вас ведут, насколько вы хорошо понимаете друг друга с данным человеком. То есть двойка жезлов – это действительно карта очень статичная. Она любые ваши действия, особенно рискованные или эмоциональные, исключает. И мысли направляет вот ваше именно в такое русло. Но если хотите, как победить, да, потому что карта именно так и называется доминирование. То есть вам предстоит выбрать тактику для доминирования. Я всегда не знаю, насколько любовь — это поле битвы, и насколько в любви надо побеждать. У меня как бы другая немного точка зрения, но вам карты предлагают такое. И шестерка пентаклей предлагает тоже вам оставить в любовной истории все на своих местах. Причем, вы знаете,
даже такие же советы будут для вас, даже если вы какую-то неудачную историю переживаете. Например, вы сейчас с любимым человеком в разлуке. Он не звонит и не пишет, никаких контактов нет, непонятно, куда вы двигаетесь, будут ли у вас впереди встречи, какие он действия планирует предпринять, что он решает относительно ваших отношений. Вот много таких историй, вообще ничего не понятно, вы ничего не знаете. И все равно оставьте общение в том виде, в той фазе, в той поре, какое оно у вас сейчас есть. Например, вот, кстати, шестерка пентаклей описывает часто просто дружеское общение. Например, вы можете общаться с молодым человеком просто как друзья или коллеги, но вы хотите большего. Вас, например, вы работаете вместе, у вас хорошо складываются отношения, но вы хотите страстного, бурного какого-то романа. Ни в коем случае не нужно сейчас как торопить события, то есть, например, там, признаваться в чувствах, приглашать его на свидание. Точно так же и не нужно портить или прерывать, прекращать вот дружеские отношения. То есть тот хрупкий мир, то какое-то благополучное взаимопонимание, которое у вас сейчас есть, пусть даже без свиданий, пусть даже без романтических каких-то сцен, это все обязательно подлежит сохранению. Это все очень ценно для вас. И на данный момент все-таки это вот все, что Вселенная как бы хочет или способна вам дать в этих отношениях или с этим человеком. Поэтому сохраняйте, что есть, вот что карты говорят. Но мысли ваши должны быть довольны. Серьезные, двойка жезлов, мелкая карта, но серьезная. Она советует думать, знаете как, стратегически, как полководец перед большой битвой. И битва, судя по всему, случается, потому что смотрите, что получается. Эти 10 дней сначала статика, потом максимально неожиданная новость, но долгожданная. Я надеюсь, что для вас вы понимаете, что эти слова друг другу не противоречат. Речь идет о сообщении. Здесь идет новость о событии, о котором вы мечтали, на которое вы очень надеялись. Это может быть хотя бы приглашение на первое свидание, но про которое не знали, когда это случится. Вот, пожалуйста, ждите, ловите. В ближайшие 10 дней, как гром среди ясного неба, грянет новость на тему вашей любви. Для кого-то это может быть, естественно, это письмо, звонок, признание в чувствах, приглашение на свидание, для кого-то предложение о браке. Но эта новость может быть и новое знакомство для вас. Да, эта новость может быть просто новое знакомство для вас. То есть тогда эта карта суд, этот старший аркан, это проявление вот той самой вашей женской судьбы, в которой ожидаются в ближайшее время перемены. Какой совет этой финальной карты нашего расклада? Какая-то определенная готовность к вот этим вот большим новостям у вас должна быть. Посмотрите. Тенденция такая. Вы эти новости не подгоняете, потому что вы ничего не выбираете. Давить нельзя. Давить нельзя, слишком сильно ждать нельзя, то есть ставить судьбе ультиматум. Дождитесь этого сообщения. Оно будет поразительное, поражающее, для многих исполняющее мечту. Спасибо.